Привет, друзья! С вами Артем Камалединов, и сегодня у нас на обзоре комбо-усилитель для акустической гитары от компании Moer, модель SD50A. Поехали! Итак, это двухканальный комбо-усилитель с эффектами мощностью 50 Вт, с одним 8-дюймовым широкополосным динамиком и твиттером. Давайте сначала рассмотрим, что у нас находится из управления на передней панели. Первый канал — это канал для гитары. Здесь все очевидно. Это вход нашего инструмента, ручка фазы. Далее секция эквализации — это ручка гейна, ручка регулировки низких частот, середины, ручка высоких. Далее у нас здесь идет очень интересная такая кнопка — это антифидбэк. Я так понимаю, что если мы раскручиваем очень сильно наш усилитель по громкости, по гейну, чтобы наш инструмент или микрофон, в данном случае второй канал, не заводился, мы просто нажимаем, и нам работать уже гораздо легче. Далее у нас идет секция эффектов. Здесь у нас достаточно стандартный набор для акустического комбика. Это хорус, это дилей, конечно же, тапка для дилея, ревер. И, собственно, все. То же самое у нас есть на микрофонном канале, но, как я говорил уже, что мы рассмотрим его чуть позже. И далее самая интересная, такая насыщенная у нас секция. Это секция управления тюнером, секция управления драм-машиной. У нас здесь до 16 рисунков, мы можем менять их темп, лупер. Здесь мы можем с вами сохранять наши пресеты, наши звуки, к примеру, там пресет без эффектов, пресет с эффектами и тому подобное. Мы можем это сделать аж до 10 пресетов здесь сохранить. И, собственно, выбирать потом из тех, которые нам нравятся, и как-то с ними работать. И последнее — это ручка мастер громкости. А теперь давайте поговорим про заднюю панель. На задней панели у нас целый ряд возможностей, как мы можем этот комбик подключить. Во-первых, там есть AUX-IN. Мы можем подключить сюда какое-либо устройство по мини-джеку. Также есть специальный разъем для подключения телефона. И таким образом мы можем напрямую писать вашу игру на телефон или на планшет. Также есть USB-вход для обновления прошивки. И также у нас имеется балансный выход с двумя положениями. Одно положение — это DI, когда у нас идет только чистый сигнал вашей гитары. И второе положение — Pre, когда идет сигнал, обработанный преампом комбо-усилителя. И также у нашего комбо-усилителя есть функция подключения Bluetooth. Вы можете запускать с телефона минуса, заниматься, и эта кнопка также находится на задней панели. Такое вот у нас есть дополнение в комплекте к нашему усилителю. Это беспроводной фуд-свич, что позволяет нам вообще избежать какого-либо проводного подключения и помогает нам, конечно же, при работе с лупером. Кстати, стоит отметить, что запись лупа здесь до 150 секунд, что очень прилично и достаточно много. Ну и, конечно же, переключать пресеты, которые мы можем сохранить. А теперь давайте слушать наш комбо-усилитель. Как видите, мы поставили конденсатор на микрофон, и предлагаю заценить, как звучит комбик без эффектов. Мне показалось, что достаточно объемный звук, и благодаря твиттеру он достаточно яркий. А теперь давайте сдобрим наш звук эффектами, и предлагаю начать с ревера. Оставим ревер в том же значении и добавим чуть-чуть хоруса.
А теперь давайте к нашему реверу Хорусу добавим немного дилея и послушаем, как это звучит. Послушаем, как комбик звучит через XLR подключение, и начнем с DI сигнала. А теперь переключим режим Pre и послушаем в этом режиме. А теперь предлагаю рандомно послушать пресеты нашей драм-машинки. Итак, давайте подведем выводы по нашему комбо-усилителю. Ну, на самом деле, здесь достаточно стандартный набор вообще всех функций, которые есть. И запись на устройство, и обновление прошивки, и подключение микрофона, гитары. Очень классные эффекты Horus Reverb Delay. По-моему, для акустического комбо-усилителя больше ничего не нужно. Кнопка антифидбэк работает тоже достаточно достойно. Единственный минус, про который я бы хотел упомянуть, ну, для кого-то, может быть, это не важно, но вот выхода на наушники почему-то здесь нету. Усилитель небольшой, да, и он может озвучить достаточно такой средних размеров, мне кажется, клуб, и в доме с ним будет комфортно заниматься. Но, тем не менее, когда есть опция подключения наушников и никому не мешать, это, безусловно, лайк и плюс. Вот почему-то компания Moer здесь решила отказаться от этой функции. Не знаю почему, но зато здесь очень классные биты, очень классная драм-машина с изменением темпа, необычные рисунки, что надо отметить, потому что обычно очень много, и в том числе у компании Moer, и у других компаний, драм-машина звучит плюс-минус одинаково, а иногда прям очень ужасно. Ну, в данном случае, видимо, из-за того, что здесь широкополосный динамик, тут так совпало, что и классный подбор сэмплов, которые звучат достойно, и рисунки ритмические звучат интересно. Для тех, кто пользуется лупером, да, это точно не я, но я думаю, что из вас, друзья, таких достаточно много. Длительность, да, до 150 секунд, это действительно круто. Беспроводной футсвич. На самом деле не у многих есть такая функция, это удобно, классно. Как я уже говорил, переключение пресетов, помощь в записи, если вы работаете с лупером, это все помогает. Такой комбик, мне кажется, можно смело брать как для концертной работы, так и для занятий дома и для каких-то выступлений, если вы поете одновременно и играете на акустической гитаре. Друзья, напишите по традиции, прошу вас написать комментарии, что вам больше по душе, какие производители комбо-усилителей вам нравятся именно для акустики.
Какие вы считаете функции важны, какие нет. Про наушники, кстати, тоже напишите, нам интересно будет почитать. Также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайки, колокольчики. Я Артем Камалетдинов. Увидимся. Извини, Тёма, я придумал одну вещь, я должен остановить. В конце вот этой части сделай остановку, чтобы там был такой тран-тан-тан-тан. Я сделаю дилей такой. Перед темой? Перед темой, да. Давай. Будет, и я там сделал остановку и сбивку. Ты понял как?